школьном классе, полном шепота и смешков, миссис Хелен в строгом бордовом платье стояла у доски. Она держала в руке толстую тетрадь и, не скрывая раздражения, требовала от Джонни выйти вперед. Мальчик в старом голубом свитере поднялся с последней парты, чувствуя, как за его спиной перестают шуршать страницы, и взгляды одноклассников впиваются ему в спину. Ему было 12, и каждый день он мечтал, чтобы учеба перестала быть пыткой. Миссис Хелен громко перечисляла его ошибки, упрекала в нерадивости, обзывала ленивым. С каждым ее словом в классе нарастал смех. Кто-то шептал что-то обидное, кто-то откровенно показывал пальцем. Джонни стоял, опустив голову, стараясь не заплакать. Этот урок врезался в его память, как и множество других, полных унижения и боли. Годы шли, Джонни вырос. Он уехал из родного городка, поступил в университет, подрабатывал ночами, а днем учился. Каждое воспоминание о школе давало ему странную, горькую, но очень сильную мотивацию доказать, что он чего-то стоит. Его упорство привело к успеху. Теперь Джонатан владел крупной компанией, ездил на деловые встречи по всему миру, нанимал людей, которые видели в нем вдохновение. Иногда, сидя в просторном офисе на верхнем этаже небоскреба, он вспоминал ту маленькую школу с облупившейся краской на стенах и вспоминал лицо миссис Хелен, строгое, насмешливое, непреклонное. Но эти воспоминания уже не причиняли боли, они лишь были частью пути, который он прошел. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой после встречи с партнерами, Джонатан остановился у светофора. Ветер носил по улицам мокрые листья, город шумел и блестел огнями. И вдруг он заметил у обочины пожилую женщину. Она стояла, сгорбившись, в старом пальто, в руке дрожала картонная коробочка для мелочи. Он подошел ближе и замер. Перед ним стояла миссис Хелен. Лицо постарело, глаза устали, но он узнал ее мгновенно. Ту, что когда-то унижала его перед всем классом, ту, из-за кого он ночами не мог уснуть. Внутри не было ненависти. Вместо нее теплая жалость. Он понял, что мир не стоит на месте, и судьбы людей переплетаются самым неожиданным образом. Джонатан достал кошелек, положил в ее коробочку крупную сумму. Она подняла на него взгляд, растерянный, полный благодарности и смущения. Он кивнул и пошел дальше. Шум города поглотил его шаги, а в душе стало удивительно легко. Прошлое перестало быть цепями, оно стало частью истории, которая привела его к этому моменту, когда можно простить и протянуть руку помощи.